Сегодня рассмотрим самые популярные мифы об алкоголе. Бухать вам или не бухать, решайте сами. Но, даже если бухаете, полезно осознавать, что при этом является мифами про алкоголь. Чтобы хотя бы не обманывать самого себя или саму себя. Заранее отдавайте себе отчет о возможных последствиях. Первый, самый популярный миф – алкоголь согревает. На самом деле нет. Это типичный пример обманчивого действия алкоголя. И, наверное, поэтому алкогольные напитки называют горячительными. В утверждении, что алкоголь согревает, содержится лишь малая часть истины. Согревают организм первые 50 граммов крепкого алкоголя, водки или коньяка. Они расширяют сосуды. Ненаучным простым языком можно сказать, что кровь приливает к коже. Соответственно, человеку кажется, что ему становится жарко. Но при этом происходит сразу несколько вещей. Во-первых, увеличивается теплоотдача, и если человек в это время находится на морозе, то быстрее отдавая тепло, он быстрее замерзает. Организм быстрее тратит энергию. И второе следствие того, что кровь приливает к коже. Если она куда-то приливает, значит она откуда-то отхлынула. Идет отток крови от внутренних органов, и они начинают согреваться хуже. Это если вкратце, по-обывательски и ненаучно. Если хотите полное научное обоснование, то посмотрите в Яндексе или в Гугле. Миф номер 2. Алкоголь возбуждает аппетит. Многие любят выпить перед едой или во время еды для аппетита. И из давних времен идет традиция аперитива. Но мало кто знает, что только крепкие алкогольные напитки в малых дозах, это примерно 20-25 граммов водки, то есть даже не тридцаточка, только в этом случае алкоголь вызывает легкое чувство голода. При этом аппетит просыпается не мгновенно, а через 15-20 минут после принятия этой микродозы алкоголя. В то же самое время нужно отдавать себе отчет в следующем. При воздействии алкоголя на голодный желудок происходит раздражение слизистой, усиливается выработка соляной кислоты, и, как следствие, в перспективе могут развиться гастрит, язва, панкреатит. В общем, так себе перспектива, подумайте, надо ли оно вам. Миф номер 3. Алкоголь снимает стресс. В наши дни у многих вошло в привычку расслабляться, снимать стресс с помощью алкоголя. Кто-то так снимает усталость. Снять напряжение и расслабиться помогут только малые дозы алкоголя, реально малые. А обычно в нашей обывательской речи выражение «снять стресс» является синонимом слову «напиться», «нажраться», «набухаться», «упороться». И в итоге выход из похмелья по затраченным усилиям оказывается даже тяжелее, чем был стресс до того, как вы начали пить. Алкоголь – это депрессант, поэтому он просто притупляет ваши переживания. При этом проблема, которая вызвала стресс, никуда не девается, и впоследствии ее все равно придется решать. Но, возможно, придется это делать с похмелья, а, возможно, ситуация уже успеет ухудшиться. Так что, опять же, думайте, стоит ли снимать стресс таким образом. Миф номер 4. Алкоголь повышает работоспособность. Есть мнение, что под воздействием алкоголя работается легче. Легкая степень опьянения действительно активизирует мыслительные процессы. Но на самом деле это ощущение является ошибочным. Исследования ученых доказывают, что при самом легком опьянении скорость мыслительных и двигательных процессов действительно может возрастать. Но при этом очень часто снижается концентрация внимания. Может возникать неадекватная реакция, может ухудшаться качество умозаключений. То есть, иначе говоря, вы как бы начинаете соображать чуть быстрее, но при этом чуть хуже в качественном измерении. И, конечно, если вам нужна концентрация, то под воздействием алкоголя концентрироваться намного труднее. Если вам нужна работоспособность, то эффект алкоголя может быть обратным, расслабляющим. И вместо того, чтобы собраться, вы, наоборот, можете разлениться. Это стоит учитывать. Миф номер 5. Алкоголь снижает давление. Алкогольные напитки в небольших дозах ослабляют тонус сосудистых стенок. Поэтому многие гипертоники уверены, что алкоголь понижает артериальное давление. С приемом алкоголя увеличивается частота сердцебиения, а от объема крови, который выталкивается в кровяное русло, напрямую зависит артериальное давление. С увеличением перекачиваемого объема крови повышается и давление. Поэтому, по сути, алкоголь давление повышает, а не понижает. Миф номер 6. Качественный алкоголь безвреден. Тут все относительно. Качественный алкоголь менее вреден, чем некачественный сивуха-бормотуха. Достаточно выпить того и другого, чтобы понять разницу на следующее утро. Но менее вреден не означает безвреден.
Алкоголь вреден в любом случае, просто если вы пьете алкоголь некачественный, то там вступают в действие дополнительные факторы – плохая очистка, примеси и так далее. Но в глобальной перспективе злоупотребление даже самым качественным алкоголем на здоровье сказывается отрицательно. Алкоголь вреден, даже самый качественный, но он менее вреден, чем некачественный. Продукты распада этилового спирта, которые содержатся в любом алкоголе, в любом случае являются токсинами и влияют на здоровье, на организм негативно. Миф номер 7. Алкоголь помогает вылечить простуду. Очень странный миф. Многие пытаются лечиться, принимая водку с лимоном, с медом, с перцем и так далее. При этом люди реально уверены, что это избавляет от насморка, снижает температуру, уменьшает боль в горле, но традиционная медицина такие методы лечения не признает. Алкоголь на самом деле снижает иммунитет, ухудшает его, и по факту употребление алкоголя утяжеляет течение болезни. Единственное, в чем может крыться объяснение этого мифа, алкоголь притупляет чувствительность, и проблема остается, просто человек ее начинает ощущать менее четко. Как бы горло начинает меньше болеть, как бы сопли не настолько докучают, но проблема-то остается, никуда не девается, а может быть и усиливается, просто притупляется чувствительность. Миф номер 8, один из самых смешных для меня мифов – пиво не алкоголь. Довольно широко распространено заблуждение, что пиво считается неалкогольным напитком. Как же неалкогольное, если минимум 4 градуса там стабильно присутствует, а то и 5-6. Ну, мы не говорим про сорта там по 8, по 12 градусов. Обычное пиво — это от 4 до 6 градусов алкоголя. То есть одна бутылочка или баночка пива — это полтинничек водки. По факту даже побольше, чем полтинничек водки, но сейчас же пошли вот эти все маломерные тары, там 0,4, 0,45 вместо 0,5, поэтому такая банка или бутылка — это прям аналог полтинничка водки, коньяка, виски, крепкого алкоголя 40-градусного. Слабоалкогольный не значит безалкогольный. Чрезмерное употребление пива вызывает привыкание, как и употребление любого другого алкогольного напитка. В последнее время все чаще говорят о пивном алкоголизме. Смотрите, человек, так между делом, может выпить за вечер 5 литров пива и при этом считать, что он как бы и не пил. Но на самом деле 5 литров пива — это примерно дофига. Это 0,5, а то и 0,7 водки, в зависимости от того, какой крепости было пиво. То есть выжрать 0,7 водяры за вечер — это типа борщ, а 5 литров пива — это норм. Ну и к тому же, в таком объеме пива содержится больше калорий, и человек, который пьет пиво, толстеет больше, чем человек, который пьет водку. Я не говорю, что водка лучше, чем пиво, я говорю, что пиво — это точно такой же алкоголь, у которого к тому же куча побочек. Женские гормоны, ожирение и прочие прелести. Хотите, погуглите, воспользуйтесь Яндексом, Гуглом, почитайте самостоятельно. Пиво — это тоже алкоголь, ничуть не лучше, чем водка. Миф номер 9. Алкоголь улучшает сон. Это частое заблуждение. И на самом деле небольшая доза алкоголя вызывает сонливость. То есть алкоголь — это депрессант, он снижает чувствительность, притупляет ее, от него клонит в сон, поэтому от небольшой дозы алкоголя действительно может повыситься сонливость. Но частое употребление даже небольших доз алкоголя вызывает зависимость. У давно и крепко пьющих людей отмечается мучительная бессонница. Не зря говорят, что сон алкоголика тревожный и краткий. И к тому же, если вы спите после большой дозы алкоголя, то у вас скорее не сон, а забытие. Организм в таком забытии отдыхает гораздо хуже, чем при нормальном сне. К тому же есть вариант проснуться среди ночи и несколько часов мучиться бессонницей, заснуть под утро. В общем, реально, и это я проверял на себе, без алкоголя спится лучше, более стабильно, более предсказуемо, а алкоголь может выступать снотворным, в каких-то редких исключительных случаях и в малых дозах. В целом нет. Алкоголь ухудшает сон. Это факт. И миф номер 10. Алкоголь повышает потенцию, улучшает потенцию, усиливает ее. Как бы не так. На самом деле действие алкоголя непредсказуемо. И в одних случаях он действительно усиливает потенцию, а в других случаях ее снижает. К тому же снижается чувствительность, а значит процесс ваш может продлиться дольше, может не закончиться совсем ничем. Снижение чувствительности, знаете ли, не шутка. К тому же у людей, которые пьют часто, много или часто и много, довольно быстро развивается импотенция, если не полная, то в какой-то мере, в какой-то степени. Какие мифы об алкоголе знаете вы? Какие являются вашими любимыми и нелюбимыми? Пишите в комментариях. Если видео понравилось, то ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Будем справляться с бедой вместе.